I want to speak to you this morning on the subject, if the foundations are being destroyed, what shall the righteous do? И сегодня я бы хотел поговорить с вами на тему, что если разрушено основание, что может сделать праведный? And that comes from Psalm 11 and verse 3. Это записано в Псалме номер 10, стих 3. David is living in a moment of fear. Давид живет в этот момент в страхе. He says, should I run and hide? Он задает себе вопрос, стоит ли мне убежать и спрятаться? Should I, like a bird, get away from here? Может быть, мне как птице улететь? And then he switches the whole metaphor. И затем он переключается, меняет метафоры. If the foundations are being destroyed, what shall the righteous ones do? И он говорит, если разрушены основания, что может сделать праведный? Have you ever had that question in your mind? Возникал ли подобный вопрос когда-нибудь в вашей голове? You know, when the 20th century dawned, Вы знаете, в начале 20 века science was hoping for a new world, наука надеялась на то, что придет новый мир, a new world order. новый мировой порядок. Technology was going to lead us into our utopia. Технологии должны были привести нас к утопии. Mass communication was going to help us to understand each other a little better. Средства массовой коммуникации должны были помочь нам лучше друг друга понимать. When Ted Turner started CNN, Когда Тед Тернер открыл канал CNN, he said, a new day has dawned. он сказал, вот оно, начало нового дня. We'll be speaking each other's language. Мы будем говорить на одном языке. We'll have a better understanding. У нас появится большее понимание. It has not happened that way. Но ничего такого не произошло. All we have begun to do is doubt each other a little more. На самом деле мы только еще больше стали сомневаться друг в друге. We don't ask what the other person is communicating. Мы даже не спрашиваем, что пытается донести до нас другой человек. We ask what is the other person hiding. Мы всегда спрашиваем, что он пытается скрыть. We don't ask what do we know. Мы не задаем вопрос, что он знает, We или что ask мы знаем. what do we not know. Мы задаем другой вопрос, чего мы не знаем. And the whole world is struggling between the capacity to communicate but not the capacity to understand. И общество пытается наладить связь, но не пытается понять. Paul talks about having a knowledge without understanding. Павел писал о том, что у нас есть знания без понимания. You know, when the 20th century dawned, it was the modern times. Когда 21 век стал наступать, это было современное время. Technology, Технологии, science, наука, new universities. новые университеты. That was modernity. Это современность, But then came postmodernism. модернизм. Но затем наступила эра постмодернизма. What is postmodernism? Что такое постмодернизм? Said there's no such thing as truth, Он говорит о том, что нет такого понятия, как истина. no such thing as meaning, Нет такого понятия, как смысл. no such thing as certainty. Нет такого понятия, как уверенность. So we do not know what is true. То есть мы не знаем, что есть истина. We do not know what life really means. Мы не знаем, что на самом деле означает жизнь. And we can't be sure of anything. И мы ни в чем не можем быть уверены. We do open forums all over the world. Мы по всему миру проводим форумы. You know what is surprising us? Вы знаете, что нас удивляет больше всего? How young people, Насколько молодые люди, 13 and 14, 13 и 14 лет, come up to the microphone они подходят к микрофону and they ask this question. и задают такой вопрос. Can you tell me why I should not commit suicide? Скажите мне, почему я не должен совершать самоубийство? Imagine that. Просто представьте. 13 and 14. 13-14 лет. Because they've experienced everything. Потому что They have experienced everything. они все испытали. But they feel empty. Но внутри они себя чувствуют пустыми. So we are living in the postmodern world. Мы с вами живем в мире постмодернизма. Some years ago I was speaking at Ohio State University. Несколько лет назад я выступал в университете штата Огайо. In the city of Columbus, Ohio. В городе Коламбус. The businessman was driving me to speak. И один из бизнесменов вез меня на эту встречу. And he stopped outside a building. Он остановился около одного здания. He said, Ravi, look at that building. И сказал, Рави, посмотри на это здание. That is America's first
postmodern building. Это первое здание в Америке в стиле постмодернизма. I said, what is a postmodern building? И я его спрашиваю, что значит здание в стиле постмодернизма? He said, the architect said this. И мой водитель мне сказал, что архитектор, который проектировал это здание, If life has no meaning and сказал purpose, так: если в жизни нет смысла и цели, why should our buildings have any meaning and purpose? зачем вкладывать смысл и цели в наши здания? So he designed a building with no purpose. Поэтому он создал здание без какой-либо цели. Staircases that go nowhere. Лестничные пролеты, которые ведут в никуда. Shapes of rooms that have no purpose at all. Формы комнат, которые ни к чему не пригодны. And he got City Hall to give him the permission to build a purposeless building. И он получил разрешение от администрации города на строительство такого бесцельного здания. So the businessman said to me, what do you think? И бизнесмен меня спрашивает, что ты об этом думаешь? I said, I have only one question for the architect. И я сказала, у меня к архитектору только один вопрос. Did he do the same thing with the foundation? А он точно так же поступил с основанием здания, как и с самим зданием. Did City Hall give him the permit to build a foundation with no purpose? Администрация города дала ему разрешение построить основание без какой-либо цели. And the businessman started laughing. И тогда бизнесмен стал смеяться. I said, you see, Я говорю, понимаешь, you can cheat on the building, можно обмануть всех формой здания, but you had better not cheat on the foundation. но лучше не обманывать в основании. Because if you cheat on the foundation, Потому что если ты обманешь в основании, everything collapses. все это рухнет. So I'm going to talk to you today about what is the foundation on which you should build your life. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о том, на каком основании стоит строить свою жизнь. And you may be surprised at the passage of scripture that I have chosen. И, возможно, вы удивитесь тому месту Писания, которое я для этого выбрал. I'm going to have it read for you. Мы прочитаем его для вас. And we are going to read from Matthew 16, the last verse, Будем читать Евангелие от Матфея, 16 главу, последний стих, 28. to Matthew 17 and verse 8. Также 17 главу, This с is 1 по 8 a стихи. beautiful setting in the Bible. Очень интересная история в Библии. Peter, James, and John have been taken up to the mountain. Петр, Иаков и Иоанн вместе с Иисусом поднимаются на гору. They have no idea what is waiting for them. Они понятия не имеют, что их ожидает. This is going to be the most spectacular thing they were ever going to see. Это было самое невероятное, что они когда-либо видели в своей жизни. So listen as it is read to you. Поэтому давайте вместе прочитаем. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, вот облако светлое осияло их, и глаз из облака глаголящий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали лицом своим и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. But here it is. Смотрите, Jesus says to them, there are some who are standing here who will not taste death before they see the Son of Man coming in His kingdom. Иисус говорит, есть некоторые из вас, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Scholars have struggled with that. Многие ученые пытались разобрать это место. But the explanation follows immediately. Но сразу же за этим стихом идет объяснение. He takes them up to the mountain. Он возводит их на гору. And there they see the body of Jesus transfigured. И там на этой горе они видят, как преображается тело Иисуса. And the voice of God is heard, И они слышат голос Божий, connecting him to John the Baptist's affirmation. который подтверждает то, что говорил Иоанн Креститель. Moses and Elijah Моисей и Илия
One who stood against the kings. Один, который противостоял царям. Another who stood against false prophets. Другой, который противостоял лжепророкам. Both of them had God, Jesus, as their undertaker, or God. И для каждого из них Иисус — это их Бог, наш Бог. So they had already seen a resurrection. То есть они, будучи с Богом, они уже видели это воскресение. Of two of the greatest personalities. Это два невероятных героя Библии. And so Peter says the obvious thing. И Петр говорит очевидное. Let's stay here. Давайте здесь останемся. Let's not go down. Давайте не будем спускаться. Jesus says no. Иисус сказал нет. He says, we've got work to do down there. Там внизу еще есть дела. And then he makes an incredible statement. И затем он делает невероятное заявление. Don't tell of this experience until I have risen from the dead. И он говорит: никому не рассказывайте о том, что вы видели до тех пор, пока я не воскресну из мертвых. What is happening here? Что здесь происходит? He's giving to you and to me the foundations by which we must live. Здесь он дает нам с вами основания, которым мы должны жить. May I give them to you? И я бы хотел поделиться этим основанием с вами. Eternity, Вечность, morality, мораль, accountability, подотчетность and charity. и благотворительность. These are the four pillars on which our life must stand. Это 4 столпа, на которых должна основываться жизнь. Let me take them one at a time. Давайте мы поговорим о каждом из них последовательно. Eternity. Вечность. Follow me very carefully now. Пожалуйста, очень внимательно следите за моей мыслью. What do you think you would have taken away from the transfiguration? Как ты думаешь, что бы ты запомнил из преображения, что бы ты вынес из этого опыта? You would have said this. Может быть, ты бы сказал: I have had the greatest experience the human eye could ever see. это был самый невероятный опыт, самое невероятное, что мог увидеть человеческий глаз. I have seen the radiance of the Son of God. Я увидел сияние Сына Божьего. But this same Peter Но тот же самый Петр does an amazing thing. делает удивительное. This is very important that you and I understand it. Это очень важно, чтобы мы с вами это понимали. He writes in his epistle, Он пишет в своих посланиях. in 2 Peter chapter 1, Второе послание, 1 глава. he says, we are not following cunningly devised myths, Он говорит, что мы не следуем каким-то хитросплетенным басням, but we were eyewitnesses to his majesty. но мы являемся свидетелями того, что было с ним. Do you follow that? Понимаете? We're not making up these stories. Мы не придумываем эти истории. We were eyewitnesses. Он говорит, мы были свидетелями. But then he says the most shocking thing. Но затем он говорит самое шокирующее. He said, but now we have the word of the prophets made more certain. Но он говорит, теперь у нас есть верное пророческое слово. And you would do well to pay heed to this. И ты хорошо сделаешь, если ему последуешь. As a light in a dark place. Как свету в темном месте. And the morning star rises in your own hearts. Пока утренняя звезда не взойдет в сердце твоем. Did you hear that? Слышали такое? The most spectacular experience. Просто представьте, тот опыт, который у них был, это был невероятный опыт. Transcended by the written word of God. Но этот опыт был пронизан Словом Божьим. But now we have the word of the prophets made more certain. И он говорит, что теперь верное пророческое слово еще глубже звучит для нас. When postmodernism says no certainty, they're wrong. Поэтому, когда постмодернизм говорит, что нет уверенности, это We неправда. have the certainty of God's word. У нас есть уверенность Слова Божьего. Heaven and earth may pass away, Небо и земля пройдут, but the word of the Lord abides forever. но Слово Господне пребывает вовеки. You know, in my office in Atlanta, Знаете, в моем офисе в Атланте I have a plaque. у меня есть такая плакетка. It was brought to me by 2 astronauts from NASA. И эту плакетку мне привезли два космонавта из НАСА. The space agency in America. Это космическое агентство в Америке. And the pilot was a Christian. И один из пилотов, он был верующим человеком. And he took one of my CDs into space. И он взял один из моих дисков с собой в космос. And he used to listen to it. И он слушал этот диск. And he has one picture of that CD floating inside the space capsule.
И у него есть фотография, как этот диск летит, у него, ну, так скажем, в невесомости находится в его кабине. And he made a picture И он сделал фотографию. of the spaceship, Он сделал фотографию космического корабля, the flag of India, сделал фотографию флага Индии, and the flag of America флага Америки. to present it to me. И все это объединил в одно и мне подарил. And we invited the children of the staff to come and listen to him. И мы пригласили детей наших сотрудников, чтобы они пришли и послушали этого человека. He said, every time I looked out of that window of the spaceship, И он говорит, что каждый раз, когда я смотрела из окна своего космического корабля, he said, I was overwhelmed меня переполняло это ощущение. by the vastness of this universe. Ощущение безграничности, бесконечности этой вселенной. When you think about this whole universe created by God. Когда ты думаешь о том, что вся эта вселенная была создана Богом. Do you know, an astronomer told me Вы знаете, один астроном сказал мне, from South Africa, астроном из Южной Африки, he said, if I look into his telescope, он сказал, что если я посмотрю в его телескоп, at one moment, в какой-то момент I could see 100 billion stars. я смогу увидеть 100 миллиардов звезд. 100 billion stars. 100 миллиардов. He said, if you counted one for every second, И он сказал, если каждую секунду ты будешь считать одну звезду, you'd be counting for 2,500 years. ты будешь считать эти звезды 2500 лет. Think about it. Просто задумайтесь. The heavens declare the glory of God. Небеса провозглашают славу Божью. There's so much we still do not know. Еще есть столько всего, чего мы не знаем. But we do know this. Но мы знаем одно. What Solomon says. То, что сказал Соломон. He has put eternity into our hearts. Бог вложил вечность в сердца наши. Eternity in this tiny little organ that pumps out life. Вечность в этот небольшой орган, который продолжает биться и давать жизнь нам. When you walk away from a funeral, Когда ты уходишь с похорон, what is the question in your mind? какой вопрос у тебя остается в голове? You know, I was in my home city of Delhi, India in March. В марте я был в своем родном городе Дели. I know the waiters and the bellmen in every hotel I stay in. Я знаю всех тех людей, которые работают на ресепшн. Я знаю всех тех людей, которые обслуживают в ресторанах в каждой гостинице. And one of those was a bellman called Raj. И один из тех людей, который работал в одной из гостиниц, его звали Радж. Big guy. Большой человек. He always carried my bags. Он всегда носил мои сумки. Because he knew I've had 2 back surgeries. Потому что он знал, что у меня было 2 операции на He'd always позвоночнике. say to me, don't lift up your Он bags. всегда мне говорил, не поднимайте свои сумки. He would take it into my room and chat with me. Он всегда эти сумки заносил в мой номер и всегда со мной о чем-то разговаривал. He was in his 50s. Ему было 50 с небольшим. But I didn't see him in March. Но в марте я его не увидел. So on the 3rd day, Поэтому на 3-й день I went to the bellman's desk. я пошел в отдел, где он работает. I said, where's Raj? И я спросил, а где Радж? And the man said, oh, sir, you didn't know? И один из людей мне сказал, о, вы не знали? I said, no, what? Я не знал, что, He спросил said, я. Raj is no more. Он сказал, Раджа больше нет. I said, no more. Больше нет, спросил я. He doesn't work here anymore? Он больше здесь не работает? They said, no, sir. Нет, сэр. He is no more. He has died. Нет, его больше нет, потому что он умер. I thought, what a phrase. И я подумал, надо же, какая интересная фраза. No more. Больше нет. When the women went to the garden, Когда женщины пришли в сад, what did the angel say? что им сказал ангел? The angel didn't say he is no more. Ангел не сказал, его больше нет. They said he is not here. Он сказал, его здесь нет. He has risen. Он воскрес. He has risen indeed. Он воистину воскрес. Pushing back the stone that opens to eternity. Он откатил этот камень, который открыл путь в вечность. That defines your existence. Это дает определение твоему существованию. You will never be no more. Ты никогда уже не будешь, тебя просто не может не быть. The time may come where you will be not here. Придет время, когда тебя, возможно, уже не будет здесь. But you will never be no more. Но не будет такого состояния, когда тебя больше нет. Eternity awaits. Вечность ждет тебя. Second is morality. Второе – это мораль. There is a moral law.
Существует моральный закон. But here's what I want to leave you with. Но я хочу оставить вас со следующей мыслью. All the moral laws in the world will never save you and me. Ни один из моральных законов в этом мире не сможет спасти тебя или меня. First of all, because we will never be able to keep it. Прежде всего, потому что ни один из нас никогда не сможет его полностью исполнить. There is only one who fulfilled the complete law. Есть только один, кто исполнил весь закон. His name is Jesus. И его зовут Иисус. He completely fulfilled the law Он полностью исполнил закон. and reminds you and me И это напоминает тебе и мне, that morality cannot save us. что мораль не может нас спасти. Do you realize this is the difference between the gospel and every other religion? Понимаете, что это и есть то самое различие между христианством и всеми другими религиями. If you ask a Muslim, how do you reach paradise? Если ты спросишь мусульманина, как тебе достичь рая, Here is the answer. ответ будет такой: Your good deeds will have to outweigh your bad deeds. твои хорошие дела должны будут перевесить твои плохие дела. If you ask a Hindu, Если ты задашь тот же вопрос индусу, how do you reach moksha or nirvana? как достичь нирваны, You know what he would say? что ответит этот After человек? you have completely paid your karma. Когда ты полностью оплатишь свою карму. Every birth is a rebirth. Каждое рождение – это перерождение. Every birth is paying for the previous birth. Каждое рождение – это плата за предыдущее рождение. I remember a Hindu friend of mine in Atlanta. Я помню, у меня был в Атланте друг индус. He was a real nuisance to me. Nuisance. Always bothering me. Это был человек, который мне постоянно надоедал. You know, Indians never stop asking questions. Знаете, что индийцы никогда не перестают задавать вопросы. When they greet you, it's this way. Когда они тебя приветствуют, они делают это так. When they leave you, it's this way. Когда они уходят, они делают точно так же. So one of my friends said, how do you know whether he's coming or going? И один из моих друзей спросил, откуда ты знаешь, он пришел или он уходит уже? He used to come to my home every Sunday. И было время, он приходил в мой дом каждое воскресенье. 3 to 4 hours. И он оставался на 3-4 часа. So finally one day he said to me, В конце концов, однажды он мне сказал, he said, Ravi Ji. он сказал, Рави Джи. Ji is the Indian term for respect. Джи всегда приставка, которая говорит об уважении к человеку. He said this В to me. Индии. Он сказал мне так. He said, I have 2 questions. Он сказал, у меня есть 2 вопроса. Question number 1. Первый вопрос. If every birth is a rebirth, Если каждое рождение – это перерождение, and every birth was paying for the previous birth, и каждое новое рождение – это плата за предыдущую жизнь, and I have not had an infinite number of births, и у меня неизвестно какое количество этих перерождений, I have a finite number of births. Fine. Finite, limited number of У births. меня есть какое-то ограниченное количество этих рождений. That means I had a first birth. То есть это означает, что у меня должно было быть где-то первое рождение. What was I paying for in my first birth? Тогда вопрос, в моем первом рождении, в первой жизни, за что я платил? I said, good question. Я говорю, хороший вопрос, You tell me. ты мне расскажи. He said, then I have a second question. Он сказал, хорошо, тогда у меня есть еще один вопрос. If I borrow money from my bank, Если я взял деньги в банке, I know 2 things. я знаю 2 вещи. How much I owe Я знаю, сколько я должен, and how long I have to pay it back. и я знаю, сколько времени мне нужно, чтобы вернуть долг. I said, that's true. Я говорю, это правда? He said, with karma, Ну, он I говорит, don't с know how кармой. much I owe. С кармой я не знаю, сколько я должен. And I don't know how long I have to pay it back. И я не знаю, сколько мне надо это все выплачивать. I said, your questions are moving in the right direction. Я ему говорю, знаешь, твои вопросы ведут тебя в правильном направлении. I had the privilege of leading him to Jesus У меня Christ. была привилегия привести его к Иисусу Христу. He's still a nuisance. He writes to me every day. Он все равно мне надоедает и каждый день пишет. But he always says this. Но всегда говорит так. The cross is the most beautiful gift any human being can receive. Крест – это самый прекрасный дар, который может получить человек. Because it has been paid on your behalf. Потому что за него уже кто-то заплатил. Salvation in the gospel is a gift. Спасение в Евангелии всегда даром. It is not your morality that saves you. Не мораль твоя спасает тебя, It's the grace of God. но благодать Божья. Eternity, Вечность, morality, мораль
And the third one we have is accountability. И третье – это подотчетность. That I have a vertical dimension between God and me. У меня есть вертикальные отношения, отношения с Богом, между мной и Богом. Do you know I have a lot of press interviews? Media interviews. Я очень часто даю интервью различным газетам And if you want to end the interview, и средствам массовой информации. Если хочешь закончить интервью быстрее, just use the word sin. просто используй в своей речи слово «грех». And say we're all sinners. Скажи, что они все грешники. That's the end of the interview. Все, это конец интервью. Because they think Потому you're a little lunatic. что они тут же думают, ты лунатик. And yet the most obvious fact in the world is what sinners we really are. Но на самом деле единственный настоящий факт – это то, что все мы грешники в этом мире. D.L. Moody was a great evangelist in America. Муди был великим евангелистом в Америке. He said this: И он сказал так. if a man is stealing nuts and bolts from a railway track, Если человек крадет болты и гайки из железнодорожных рельсов, and you want to change him, и ты захочешь изменить этого человека, so you send him to university. для этого ты отправишь его учиться в университет. At the end of his education, В конце своего образования he will steal the whole railway он track. просто украдет все рельсы. You understand? Понимаете? Without the education, just nuts and bolts. Без образования он крал только болты. After the education, the whole railway А с track. образованием он украл все рельсы целиком. We only get more sophisticated in our sinfulness. Мы становимся только более изощренными в своей греховности. Eternity, Вечность, morality, мораль, accountability. подотчетность. I am accountable to God. Я подотчетен Богу. You know, half my life I spend alone. Половину своей жизни я провел один. And I have to remind myself every day, И каждый день мне нужно себе напоминать, there is somebody watching, что есть тот, кто за мной the наблюдает. all-seeing eye of God. Это всевидящее око Божье. And I am accountable to Him. И я несу отчет перед Ним. Eternity Вечность is my existence. – это мое существование. Morality is my essence. Мораль – это моя суть. Accountability deals with my conscience. Подотчетность имеет отношение к моей совести. And then there's charity, И затем благотворительность my beneficence. – это моя благость. Existence, Существование, essence, суть, conscience, совесть beneficence. и благость. Those are the four pillars on which I must build my life, Это 4 столпа, на которых я должен строить свою жизнь. on which you and I can live for the future. На таком основании каждый из нас мы можем жить в будущем. I may have told you this story because it happened years ago. Возможно, я уже рассказывала вам эту историю, потому что она произошла много лет назад. I was in the Middle East, Я был на Ближнем Востоке, and we were meeting with the leaders from both sides. и мы встречались с лидерами двух разных сторон. On the last day, we met with one of the sheikhs who was one of the founders of Hamas, И в последний день мы встретились с шейхом, который был одним из основателей Хамаса. a strong guy. Очень сильный человек. And the archbishop gave us all the chance to ask one question each, И архиепископ дал нам разрешение каждому задать этому человеку один вопрос. or make one comment. Или что-то прокомментировать. So I looked at the sheikh, И я посмотрел на шейха and I said, Sheikh, I want to say something и to you. сказал: шейх, я хочу сказать кое-что. Where we are sitting here in Ramallah, Вот мы сейчас здесь находимся в Рамале. 5,000 years ago, 5000 лет назад there was a man called Abraham. был человек по имени Авраам. He took his son up the mountain to offer as a sacrifice. И он поднялся вместе со своим сыном на гору, чтобы принести этого сына в жертву. I said, please, let's not debate which son. Я сказал: пожалуйста, давайте не будем вступать в дебаты по поводу того, какой это был сын. We agree he took one son. Давайте придем к согласию, что он взял одного из своих сыновей. He said, that's right. Он сказал: да, это так. I said, what happened? Я сказал: что произошло? And he just looked at me. Он просто посмотрел на меня. I said, as the axe is about to come down, Я сказал: когда нож должен был уже вонзиться в его грудь, God says, stop. Бог сказал: остановись. I myself will provide. Я сам позабочусь. I said, Sheikh, И я сказал: шейх, 2,000 years ago, 2000 лет назад, very close to where you and I are sitting, очень недалеко от того места, где мы is a сейчас с вами hill находимся, called Calvary. и есть холм под названием Голгофа. God took his own son up that hill. Бог
поднял своего сына на этот холм. And this time the axe did not stop. И в этот раз нож не остановился. He just looked at me. Он просто посмотрел на меня. I said, Sheikh, И я сказал: шейх, until you and I receive the son God has provided, до тех пор, пока мы с вами не примем сына, которого Он дал нам, we'll be offering our own sons and daughters on the battlefields of this world мы будем приносить в жертву своих сыновей и дочерей на этих полях сражений. for power, Сражения за for власть, prestige, за престиж, for land, за землю. until we receive the son God has provided До for тех пор, us. пока мы не примем того сына, которого дал нам Бог. He just stared at me. Он просто смотрел на меня, не мигая. The room was full of smoke, В комнате было tobacco дымно. smoke, Было дымно от сигарет, but it was quiet. но было очень тихо. And the archbishop looked at us and said, И архиепископ посмотрел на нас и сказал: it's time to leave. я думаю, что пора идти. So we turned around to walk down. Мы развернулись, чтобы уйти. The archbishop was the guest of honor. Архиепископ был почетным гостем, So the sheikh was ushering him to his car. поэтому шейх провожал его до машины. But then I heard some running behind me. И затем я услышал, что кто-то бежит позади меня. And by the time I could turn around, И к тому моменту, когда я смог повернуться, it was the sheikh. я увидел, что это был шейх. He turned me around Он меня развернул, and held on to my shoulders like that. взял меня за плечи. I thought to myself, Я подумал I'm про себя: finished. все, это конец. I'm going to be buried in Ramallah. Меня тут в Рамалле и похоронят. Then he patted me on both sides of the face Затем он похлопал меня по щекам, and kissed me. поцеловал меня And here's what he said. и сказал следующее: You're a good man. ты хороший человек. I hope I will see you again someday. Я надеюсь, что однажды я еще встречусь с тобой. And I reminded him, И я напомнил ему, it's the cross that gives us God's goodness. что только крест дает нам Божью The благость. son that's provided for you and for me. Только Сын Божий, которого Бог дал тебе и мне. Eternity, Вечность, morality, мораль, accountability, подотчетность charity, и благодать, existence, благодеяние, essence, существование, conscience, смысл, совесть beneficence. и благость. That's the foundation on which we must live. Это основание, на котором мы должны жить. May God bless you. Да благословит вас Господь. Thank you so much. Спасибо.